Рекрутинг топ-менеджеров. Как найти идеального руководителя. Добрый день, с вами Андрей Якунин и это канал Директория. Сегодня мы вместе разберемся, как происходит поиск специалистов топ-уровня или Executive Search. Топ-менеджеры – это локомотив любой компании. Именно от этих специалистов зависят те результаты, которых достигнет организация. Каких кандидатов можно считать идеальными на позицию руководителя? Бывают ли вообще лучшие кандидаты? Как определить этих идеальных кандидатов? После просмотра этого видео вы точно будете знать ответы на эти действительно важные вопросы, как для работодателя, так и для потенциального кандидата. В этом видео я дам вам подробную методику подбора топ-менеджеров Executive Search. Итак, поехали! Сегодня мы поговорим про опасность поверхностных оценок в подборе топ-менеджеров, про страшные тайны нанимателей, про мой личный опыт неидеального кандидата и реальные кейсы из реального бизнеса. Естественно, поговорим, как же в итоге определить этого самого идеального кандидата. Работая в Executive Search, я регулярно сталкиваюсь с мнением внешних людей про идеального кандидата на ту или иную позицию. На позицию CFO в той компании лучше всех подойдет только мой знакомый Василий Иванович. Самый опытный HR-директор в стране – это Азамат Тахирович. Зачем им еще кого-то искать? Тут без вариантов, только Федор Федорович может руководить компанией вашего клиента. Все совпадения имен совершенно случайны. Возможно, вы и сами давали рекомендации на своих коллег по бизнесу. Мало того, сбор рекомендаций на рынке – это мощный инструмент в руках опытного консультанта. Но я хочу обратить ваше внимание на категоричность подобных рекомендаций. Как вы думаете, насколько человек извне может знать, кто действительно лучший кандидат для компании? Не зная стратегических планов, не зная истории возникновения вакансий, не зная культурных особенностей компании. Помните старину Эйнштейна? Все в мире относительно. Эти поверхностные суждения могут сильно ограничить профессиональную любознательность нанимателя, задать ненужные рамки, пропустить те бриллианты, которые могут сверкать совсем рядом. Поиск топ-руководителей – это увлекательный процесс. Смотрите на рынок кандидатов с широко открытыми глазами. Скажу по секрету, даже очень опытные наниматели не всегда знают точно, какой кандидат для них будет лучший. Процесс отбора Executive Search – своеобразная воронка продаж. Она помогает компаниям исследовать рынок кандидатов и понять, кто же действительно лучше всех подходит на позицию. Компании складывают пазлы из своих требований и ожиданий с тем, что есть на рынке. Иногда приходится идти на компромисс, пересматривая свои требования. Иногда рынок приносит сюрпризы, и компания получает намного больше, чем ожидала. О чем это для потенциального кандидата на руководящую позицию? Не стоит опускать руки раньше времени, смело идите на назначенное интервью и покажите все, что вы сможете. Даже если вы считаете, что на рынке есть специалисты круче вас. Если я не ошибаюсь, еще никто не отменял синдром самозванца у большинства лидеров. О чем это для компании? Аль Капоне когда-то сказал: «Будь гибким». Это выкованное из металла и абсолютно не гибкое правило. Негибкое правило – будь гибким. Будьте такими же негибкими в своих самых важных фундаментальных требованиях к кандидатам. В то же время будьте открыты к новому и незнакомому. Главное – хорошо разобраться, где действительно важны требования, а где что-то исторически сложившееся или надуманное из области «хорошо бы кандидат знал язык суахили». После нескольких лет опыта подбора первых руководителей для самых разных бизнесов, я четко осознаю, что условный идеальный кандидат существует для конкретной компании в конкретный момент времени в конкретной стране, или территории. И вполне вероятно, что через год-два или для другого рынка они не будут рассматривать этого же кандидата. Примеров из практики масса. Допустим, первый пример. Немецкий крупный бизнес. Всегда стараются подбирать вдумчивых директоров с аналитическим складом ума. Такой типаж рачительного немецкого бюргера. Но изучив рынок кандидатов и понимая, мягко говоря, нестабильность наших рынков, они принимают решение выбрать из двух финальных кандидатов менеджера с чуть более меньшей аналитичностью, но готовностью принимать более смелые решения и брать на себя ответственность. Итог. Человек успешно руководит немецким бизнесом в странах СНГ уже более 4 лет. Второй пример. Американский фармгигант. Клиент придирчиво перебрал в стране более 170 кандидатов.
более 170 кандидатов на позицию генерального директора. Ключевые требования: опыт управления очень крупным бизнесом не менее 5 лет, высокая этичность ведения бизнеса, безупречный английский и так называемый блеск в глазах кандидата. Финальный кандидат же был выбран из компании среднего бизнеса с безупречной репутацией, со средним уровнем английского, но клятвенно пообещавшего подтянуть его за полгода и тем самым блеском в глазах. Кстати, впоследствии этот генеральный директор неоднократно попадал в топ-10 руководителей всей глобальной компании во всем мире. Интересен такой контент? Подписывайся на канал Директория, пиши свои мнения, задавай вопросы в комментариях. Постараюсь ответить каждому. Ваши комментарии действительно важны для развития канала, и для меня это реальный способ общения с каждым из вас. Оставайтесь с нами и поехали дальше. Я сам неоднократно был не идеальным кандидатом. Эдакий андердог рекрутингового процесса. 20 лет назад я был одним из 3 финалистов в отборе на руководящую должность в GlaxoSmithKline. Это известные бренды Aquafresh, Coldrex, Panadol и так далее. Объективности ради, из 3 я точно был 3-м, и шансы мои были не самые высокие. У меня был большой опыт работы в дистрибьюции, но не было опыта работы в международных компаниях совсем. Английский был не самый плохой, но и назвать его уверенным язык не поворачивается. Я был 3-м, и я это знал, мне об этом сказали в финале. Но кандидат номер 1 отказался из-за чрезвычайно высоких финансовых ожиданий с его стороны. Второй получил серьезный контр-оффер от своего работодателя. И неожиданным, почти волшебным образом я стал тем самым идеальным кандидатом. Отчасти по стечению обстоятельств, отчасти из-за того, как я показал себя на 2-м интервью с моим будущим руководителем. Привет, Вадим! Кстати, поделитесь своими историями в комментариях. С автором самого интересного кейса запишем отдельное интервью, обещаю. Немного академической теории. Основа всей экономики, всего бизнеса – безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Это ведет к поиску максимально эффективного компромисса. Это также относится и к Executive Search. Компания желает получить суперзвезду, но сталкивается с ограниченными финансовыми, временными и прочими ресурсами. Соответственно, старается найти максимально эффективного кандидата в рамках своих ресурсов. Тот самый компромисс. Вернемся к реальной картине мира, где кейсы с андердогами существуют, но все же не являются правилом. Важно понимать, подбор руководителя – это обоюдный процесс. Компания смотрит изучающе на кандидата, и кандидат смотрит на потенциального работодателя также изучающе. Складывается химия с обеих сторон – хорошо, проект успешно закрывается. Не совпадают – процесс, увы, останавливается. Хочу обратить внимание кандидатов на чувство такта. С одной стороны, я говорю, не опускайте руки, но с другой стороны и не перегибайтесь чересчур с напором, когда работодатель дает явно понять, что вы не подходите. Вижу такие истории регулярно. У кандидата может быть сложная личная ситуация, кредиты висят, акционеры или руководитель невыносимы и так далее. И вместо конструктивной мотивации появляется стремление получить должность любой ценой. Поверьте, такой настрой, скорее всего, отпугнет работодателя. Конечно, сложно давать советы человеку в сложном же периоде жизни. Но помните про обоюдность. Если вам очень надо, это не значит, что это совпадет с желанием другой стороны. Возвращаемся к главному вопросу ролика. Как же определить лучшего кандидата? Одного единственного подхода не существует. Каждая крупная компания имеет свои инструменты, свою философию подбора директоров. Я общаюсь с огромным количеством руководителей, которые делятся своими подходами. Кто-то доверяет только людям по рекомендациям от близких людей, кто-то делает ставку на родственные связи. Если же мы говорим про крупные международные компании, ну и локальные крупные бизнесы, стремящиеся к серьезному развитию, то их модель рекрутинга директоров более прозрачна и более устойчива. Изучим механику подхода Executive Search. Первым делом компания и агентство создают подробный профиль идеального кандидата на данную должность. Важный этап, который, возможно, мы разберем с вами в отдельном видео. Пишите в комментариях, если это интересно. Вторым этапом определяются географические рынки и сектора экономики, где могут работать искомые специалисты. Заметьте, не поиск в базе данных компании, агентства или на сайте HeadHunter, а создание карты поиска. Пример: Россия, Украина, Казахстан, банковский сектор и страхование.
Третьим этапом составляется подробный список компаний в этих регионах и секторах экономики. В нашем примере консультанты и аналитики Executive Search составляют подробный таргет-лист компаний в России, Украине и Казахстане, из банковского сектора и страхового. Карта детализируется. Допустим, отобрали 50 целевых компаний. На четвертом этапе аналитики агентства приступают к идентификации потенциальных кандидатов в этих 50 компаниях, работающих на аналогичных должностях. Где-то один потенциальный кандидат, где-то 3, где-то 2. Допустим, составили таргет из 100 человек в этих 50 компаниях. На пятом этапе аналитики и консультанты проводят первичный отсев тех, кто не готов, не хочет, не может участвовать в процессе по совершенно разным причинам. Обычно отсев составляет около 30%, остается примерно 70 управленцев. Шестой этап неявный, но на нем происходит отсеивание кандидатов, не соответствующих строгим техническим требованиям заказчика. Как то хороший английский язык, профильное образование, опыт работы, допустим, в международном бизнесе и тому подобное. На этом этапе в списке может остаться плюс-минус половина из оставшихся. Допустим, это будет 25 человек. В условную воронку продаж Executive Search проваливается все меньше и меньше и меньше кандидатов. Седьмой этап – проведение серий онлайн-офлайн интервью с консультантами. Каждый участник оценивается с точки зрения профиля идеального кандидата на данную должность. Помните, мы вначале его составили. Если консультант видит соответствие запросу клиента, то руководитель проходит на собеседование со старшим консультантом или партнером агентства Executive Search. В идеальной ситуации этот процесс проходит всего 3-4 человека. Формируется короткий лист кандидатов или short-лист по-английски. Восьмой этап. Клиент получает подробные отчеты по каждому кандидату из короткого листа и назначаются собеседования уже на стороне клиента. Опять же, в идеальном случае, после серии внутренних интервью клиент делает выбор из финалистов и проект завершается предложением или job offer по-английски. Надеюсь, теперь вам стало намного понятнее, как проходит процесс поиска топ-менеджеров, независимо от того, являетесь ли вы потенциальным работодателем или потенциальным кандидатом. Конечно, практически на каждом из этих 8 шагов есть множество профессиональных ноу-хау и множество конфиденциальной информации рекрутеров, клиентов, кандидатов. Никто не расскажет все свои коммерческие тайны. Но эти знания точно помогут вам в своей карьере или бизнесе. Спасибо за внимание! С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Оставайтесь с нами. Всем успехов!